Всем привет! На связи Даша, и вы смотрите самый кофейный канал Кофеек. В этом ролике поговорим с вами про арабику и робусту. Кофе – это отдельный вид искусства, настоящая наука и тотальное разнообразие. В природе существует множество видов кофейных деревьев, от карликовых кустарников до огромных 10-метровых великанов. Однако принято выделять 4 основных вида – арабика, робуста, либерика и эксцельса. В мировых масштабах производится арабика и робуста, а либерика, к примеру, находит свое применение в качестве смеси для того, чтобы придать напитку крепости. Что ж, для начала познакомлю вас с арабикой. История арабики начинается еще с VI века. Ее родиной является Эфиопия, колоритное африканское государство. Дерево арабики растет на горных склонах на высоте более 1000 метров над уровнем моря. Само же дерево очень прихотливое, так как не переносит перепадов температуры и требует питательную почву со своеобразным минеральным составом. Внешний вид арабики. В одной ягоде арабики находятся 2 зерна, которые имеют продолговатую, выпуклую с одной стороны форму. А зерно визуально похоже на вытянутый овал. Под сортами кофе многие подразумевают совсем не то, что нужно. К примеру, если загуглить популярные сорта кофе, то вы найдете все, кроме популярных сортов кофе. Google вам выдаст либо известные кофейные бренды, либо страны-производители. Но ведь сорта кофе – это новые разновидности кофейного дерева. Одними из самых известных представителей арабики являются типика, бурбон, катура и марагаджи. Арабика имеет достаточно мягкий вкус с приятной кислинкой, но тут есть секрет – на вкус кофе влияет еще и обжарка. Правильная обжарка зерна обеспечивает напитку содержание витаминов, необходимых для нашего организма. Выделяет светлую, среднюю и темную обжарку. При светлой обжарке арабика имеет выраженную кислинку и насыщенность легкой степени. При средней вкус более сбалансированный, преобладают сладко-горькие нотки, но имеется кислинка. И при темной обжарке преобладают сладко-горькие нотки, вкус насыщенный и бархатистый. Я вам рекомендую попробовать 100% арабику, выращенную в одном регионе и собранную в одинаковый период времени. Это называется моносорт. На сайте coffeeyok.com.ua вы найдете кофе на любой вкус. Лично я очень люблю ранним утром выпить чашечку ароматного кофе Файнбери Колумбия. Это как раз таки яркий представитель моносорта. Ссылочка на этот кофе и на многие другие позиции будет ждать вас в описании под видео. Так, арабику мы с вами обсудили, теперь давайте перейдем к робусте. Родиной данного растения являются экваториальные леса Азии и Африки. В отличие от арабики, она отличается простотой выращивания и выносливостью. Робуста устойчива к перепадам температуры воздуха и к вредителям. Зерна робусты, в свою очередь, более круглые и мелкие, а бороздка по центру напоминает прямую линию без изгибов. Вкус робусты. В робусте в 2, а иногда и в 3 раза кофеина больше, чем в арабике. К примеру, в арабике содержится до 3% кофеина, а в спешалти арабики до 1%. В робусте большое содержание дубильных веществ, которые придают напитку горечь и вяжущий вкус. Чем более темная обжарка зерна, тем более горьким будет кофе. Для правильного выбора советую попробовать разные сорта и бленды. Это поможет выбрать именно свой кофе и насладиться вкусом на все 100%. Пробуйте, дегустируйте и выбирайте то, что вам по душе, дорогие кофеманы. Большое спасибо за просмотр видео. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новинки. До новых встреч на канале Кофеек.